Привет, друзья! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как не накручивать себя, если у вас что-то сломалось. Итак, поехали! Сегодня у нас было в работе два очень интересных скутера Burgmann 650. Вот это вот черная 650-очка красивая. Она у нас года примерно 2010-2012, уже с новой красивой приборкой. И еще одна вот такая вот 650-очка 2002 года, К2, старенькая, но еще достаточно бодрая. И вот в каком-то из видео я говорил, что оба эти мопеда приехали ко мне с проблемами с вариатором. Но на самом деле оказалось, что все не так уж и страшно. Я, честно говоря, вот почему еще говорю, что запись на ремонт вести очень сложно, потому что никогда не знаешь, сколько времени займет работа с тем или иным мотоциклом. Планируешь час, занимаешься 2 дня, планируешь 2 дня, занимаешься час и так далее. И такие ситуации бывают, к сожалению, постоянно. Итак, вот начали мы вот с этого вот белого скутера. У него были посторонние звуки, раз вылетала ошибка, скорее всего C51, он ехал на первой передаче, потом вроде поехал, но звуки посторонние. У него пробег там типа 1035, что-то такое, может под 40. И мы ему пару лет назад, по-моему, диагностировали шестерни. С того момента он почти не ездил. Человек с белым скутером написал мне в совершенно расстроенных чувствах, вернее, по-моему, позвонил, что у него проблемы там и так далее, что вроде мы смотрели шестерни, все хорошо. И такой типа пишет, что вот ошибка вылетела, вот это, беда, беда, беда. Типа это, наверное, попадос на все шестерни. И сразу же задал мне вот самый классический вопрос, который я постоянно слышу. И если честно, вот казалось бы, да, я много лет общаюсь с клиентами, но я, если честно, до сих пор не знаю, как корректно на этот вопрос ответить. Какая максимальная стоимость ремонта? Это же совершенно вопрос, который... Если я назову максимальную стоимость, которую у меня когда-то оставляли клиенты с похожими симптомами, это совершенно демотивирует человека. Совершенно ведь не факт, что там все совсем плохо. И пока не посмотришь, не узнаешь. То есть настолько, что даже гадать бессмысленно. То есть это там с подобными симптомами может быть действительно проблемы с вариком, как с механической частью, так и с электрической, с каким-то датчиком, моторчиком, проводкой. Там есть несколько проблемных мест по электрике. А мопеду, кстати, 21 год, и у него вариатор ни разу не вскрывался. И при этом, в общем-то, он в достаточно хорошем состоянии, там прекрасные шестерни, и никаких проблем нет. У него единственное, что поменяли, это фильтр воздушный. То есть, в принципе, на мой взгляд, это прекрасный результат для такого возраста, даже несмотря на то, что пробег не такой уж и большой. Ну, казалось бы, да? И так что же мне ему сказать? Вот... Человек весь в расстроенных чувствах, как его утешить, я не понимаю. Единственное, что я могу ему сказать, это привози, будем смотреть. Причем рекомендую привозить я всегда такие вещи на эвакуаторе, когда есть реально подозрение, что что-то реально неисправно. Потому что если ехать на неисправном том же самом варике и что-то не так, то... можно, допустим, ремень добить или что-то еще серьезное. Ну, если что-то, допустим, пробуксовывает. Поэтому я рекомендую лучше заплатить за эвакуатор, потом в конечном итоге это может выйти сильно дешевле. Не все этой рекомендации следуют, но это уже личное дело каждого. Тут, понимаете, поломки подобного рода – это прям вот огромный массив частных случаев. И если если я, допустим, в каком-то видео рассказал, что у одного человека с такими-то симптомами сломалось вот это совершенно не означает, что у вас с теми же симптомами то же самое. То есть с той же самой ошибкой C51 я симптомов могу перечислить десяток. Причин могу перечислить десяток, которые могут на это влиять. Вот. И они могут быть совершенно разной степени тяжести. И вот вы знаете, что оказалось неисправно в этой белой 650-ке? Моторчик.
Моторчик просто устал, возможно, от старости, может, в него что-то попало, может, еще что-то. Но просто поменяли моторчик и все. То есть, все обалденно. Все крутится там внутри, все вертится, все проверено. То есть, бывает такое, что моторчик умирает, потому что муфта туго работает, но нет, я все покрутил, все попробовал, все прекрасно. И вариатор вскрывать не пришлось. Да, моторчик стоит не 1000 рублей, как бы, но вот на форумах все вечно любят обсуждать какую-то мифическую сумму ремонта в 100 000 рублей, и все ее так безумно боятся. Вот. А на практике, ну, я не знаю, то есть, какой смысл на это ориентироваться. Если ты ориентируешься на плохой результат и постоянно держишь плохой результат в голове, это квантовая физика. Так оно и будет. Хотя как хотите называйте, квантовая физика, трансерфинг реальности, там, я не знаю, хоть марафон желаний. Но это будет именно так, именно потому, что вы визуализируете это как свою цель. Да, вы можете что угодно сейчас говорить, писать комментарии, но я в это верю, потому что это работает. И это работает в жизни. То есть я сейчас вам не пытаюсь продать успешный успех, а просто говорю, что к таким вещам надо проще относиться, тогда в вашей жизни этих проблем будет меньше. Это просто такой бесплатный совет. Вот я сейчас сразу, вот, не доходя до черного, вспомню одну ситуацию, когда ко мне пару лет назад приехал человек на 650-ке черного цвета, была такая прям обалденная. Год, по-моему, 12 или 11, вот последние годы старого кузова. Прямо пробег у нее был типа 16 тысяч. И вот прям, ну я верю в этот пробег, он ее. То есть она офигенная. Вот, то есть у меня нету ни единой причины сомневаться в этом пробеге. Причем он сам сделал ТО и приехал, потому что очень переживал за варик. Он приехал, хотел продиагностировать у меня шестерни. Я обошел вокруг мопеда, смотрю на пробег, смотрю на владельца и говорю: слушай, а зачем? Ну реально, зачем? Он хороший, у меня нет сомнений. Я думаю, езди еще 10 минимум, а то и 15. А потом посмотрим. Ну, я на стопорный болтик выкрутил, посмотрел. Ничего особенного не увидел. Он такой: да, ну видно, что вот напряг остался в человеке. И вот как-то, ну типа хз. Ну, он, видимо, был не очень удовлетворен. Наверное, мне стоило взять с него денег, возможно, он бы успокоился. Но я как бы не захотел разводить его на деньги, и как бы зачем мне заниматься лишней работой? У меня необходимые работы для других людей, вот у которых уже что-то случилось полно. Зачем мне, человеку, разбирать хороший свежий мопед и брать с него за это деньги? Я не вижу никакого смысла в этом. Вот. Ну, на то мы порешили. Он уехал, собрался ехать в дальняк через недельку, по-моему, в Казань, если не ошибаюсь. Ну, может и нет. Ну, короче, что-то такое, там, овер 500 километров в одну сторону. Звонит он мне через пару дней и говорит: Антоха, у меня беда. Короче, масло потекло откуда-то, я не понимаю откуда, скидывает мне фотку, я смотрю, а там вот этот, ну, он не как сапун, но выглядит как сапун, только снизу. Короче, как сапунчик такой для слива влаги, если вдруг она в вариаторе образуется. То есть, если вдруг в вариатор попадает масло, то оно сразу на этой штуке. А в вариатор масло попадает крайне редко. Это прям вот должно не повезти. Я смотрю на фото и говорю: слушай, ну беда, в дальняк ехать нельзя. Говорю: ты привези мопед, мы посмотрим, но походу что-то то ли из-под варика, то ли из варика, ну надо разбираться. Он привез мопед, я снимаю варик, и течет сальник муфты, который вот прям вариатор надо снять, но вот он легко меняется. Вообще такого, чтобы этот сальник тек, массово такой проблемы не бывает. Он течет иногда. У одного мопеда может быть из 30-40, там, ну вот, короче, за сезон я, если пару сальников заменю,
ну, может, штуки 3 заменю. Но нет такого. И этот сальник легко меняется. А есть еще второй сальник с другой стороны в двигателе, который, чтобы заменить, надо, короче, мотор располовинить. Но этот сальник вообще, то есть крайне редко. Ну, вот, то есть это, в принципе, узлы, которые до сих пор родные там у мопедов 2002 года, у которых по 100 плюс пробега. И, в принципе, ну, то есть такой проблемы нету массово. Это, ну, редкость, большая редкость. То есть вот не повезло человеку, да, потек, что-то надо делать. Я говорю, слушай, ну не проблема, сальник потек, вот, видимо, не повезло, но, наверное, ты себя просто слишком накрутил, как бы, этим вопросом. Ну, я, конечно, озвучивать про накрутил не стал, но я так подумал, потому что я в этом уверен, что именно у него потекло именно по причине того, что он себя, в общем-то, накрутил, что вот, наверное, там это 650, все как форумов начитаются, прям волосы дыбом встают, и да ну нафиг, надо срочно там в сервис, постоянно думают о том, что у них сейчас сломается и так далее. На самом деле масса владельцев 650 ездят просто там по 5 лет, по 7, по 8, и у них ничего не ломается, они даже не знают о том, что такая куча проблем у 650. Да, бывает такое, что у некоторых мопедов эти проблемы накапливаются, и потом они доезжают, но как бы так, ну, это не носит массовый характер такое, что прям все 650-ки резко ломаются. Очень часто люди, накручивая себя, лезут, потом разбирают, доламывают, не знают, как собрать, и на ровном месте попадают на кучу денег, хотя этого просто не надо было трогать. Я говорю человеку, слушай, не вопрос, там сальник, я там не знаю, 1000 рублей, он стоит там 1500, вот работа по снятию установки варика, перебил я этот сальник, нет проблем, все. Говорю, смотри, вот я снял твой вариатор, вот твои шестерни, они прям как новые. Ничего не разбиралось, все отлично. Я лично не вижу смысла вариатор вскрывать. Но если хочешь, там доплати денежку, я разберу, посмотрю, соберу. Он такой, да, ну если там шестерни нормальные, не вскрывалось, ну давай не будем. Ну и мы не стали. Я поставил варик назад. Успели мы все сделать ему там перед поездкой. Он сел, поехал, отъехал от Москвы 100 километров, а у него порвался ремень. Я даже представить себе не могу, насколько этот человек себя нагрузил, что у него порвался ремень. Потому что иного объяснения такой проблеме, я разобрал варик, он идеальный весь, кроме ремня. Ремень просто порвался. Вот просто не повезло. Да, мопеду прилично лет. Это, может, сыграла роль старость. Может, кто-то на нем гонял до него. Но вот я думаю, что если бы человек подошел к вопросу, а пофиг, все нормально, скорее всего, у него бы еще очень долго ничего не сломалось. Поменяли мы ему ремень, все у него хорошо, он катается, ну, я не знаю, как бы, по крайней мере, не приезжал. Обычно, когда люди не звонят, значит, у них все хорошо. Иногда, вот знаете, бывает, как работает, это необъяснимо, что я вдруг невольно вспоминаю о каком-то клиенте, фигак, он звонит. То есть, совершенно вот в мире как-то это все устроено, необъяснимо, но факт, что называется. Это работает, это так. А теперь давайте про черный. Черный скутер мы ремонтировали варик 8000 километров назад. Пример. У него варик завис на повышенной передаче. Помните мои видео, вот сейчас тут где-то появится ссылка про то, как заводской брак на 650-ках. Этот, правда, свежий. В этих годах вроде не было заводского брака. Там или... Там, ну, что-то подобное. То есть я неоднократно рассказывал, что бывают проблемы. Вот, типа, варик завис на повышенной передаче. И, типа, бывает такое, что с завода муфта не смазана и так далее. Я, когда не знал про эту проблему с отсутствием смазки в червяке, были варики, где я вскрывал, допустим, менял шестерни, смотрел люфтшпонок, крутил все подшипники и не лазил в червяк. То есть иногда даже было несколько мопедов, где даже не доставал муфту из картера. То есть это было еще далеко-далеко там в самом начале моей карьеры. Опыт он как-то зарабатывался, естественно. Естественно, я допускал какие-то ошибки. Хотя, когда у тебя стоит задача поменять шестерни, которые изношены, но не слизанные, и вариатор в целом работал, ну, я не вижу ничего такого. То есть поменял ты шестерни и поменял. То есть не достаешь ты муфту из крышки,
крышки. То есть это сейчас я уже знаю, что есть проблемы с резинкой. Иногда там с завода могло что-то пойти не так. То есть иногда там где-то смазочку лишнюю увидел, надо разобрать, вымыть. Там, где ее не должно быть, ее не должно быть. То есть где она должна быть и так далее. То есть это очень тонкие моменты, которые просто через опыт узнаются. В конечном счете начинаем мы смотреть, действительно он на повышенной передаче. И первое, что я в такой ситуации делаю, это достаю моторчик переключения передач и пытаюсь механически шестернями свести щеки. Если этого не получается сделать, то, естественно, мы вскрываем вариатор. Если это получается сделать, то мы смотрим дальше электрику, там, моторчики и так далее. Вот. У меня это получилось сделать без проблем, то есть в механике проблем нет. Потому что я так понял, что изначально предъява была там чуть ли не в мою сторону, ну не знаю. То есть, а я посмотрел в истории, и мы действительно на нем меняли ремень, но муфта на нем могла не разбираться. То есть не знаю, как бы 2 года назад это что ли было. Значит, смотрим мы ошибку. Ошибка 58-я, нарушение соотношения этих валов первичного и вторичного. Что-то, короче, по варику. Ну и, собственно, начинаем мы с банального. Смотрим датчик положения первичного вала. Я его достаю, а он заклинен. Сейчас я вам его покажу. Смотрите. Вот так вот он выглядит. И вот если мы прям усилие к нему применим, то он раздвинется. И вот так вот он раз и закусил. То есть он просто застрял в нажатом положении, и мозг все время думал, что щеки слишком сведены, и пытался их обратно развести. Вот. Естественно, я принес ящик с датчиками. Выбрал из него очередной датчик, который, более-менее приличный. Короче, бэушных датчиков, которые работают идеально, не существует. У них все равно есть какие-то погрешности и отклонения. Но все равно уже опытным путем смотришь, насколько эти отклонения серьезные. Потому что новый датчик стоит сейчас негуманных совсем денег. Вот, а он все-таки выходит из строя, учитывая возраст, пробеги и так далее. Ну и в конечном счете, что получается? Что мы просто поставили датчик другой, и все заработало. Вообще отлично заработало, все прекрасно. То есть и вариатор вскрывать не пришлось. Хотя этот человек тоже уже в расстроенных чувствах. 2 года назад поменял что-то. Типа 8 тысяч проехал. Да он только в сервисе стоит. Вот я услышал такие слова. Как мне их интерпретировать? Что человек сам не верит в транспортное средство, на котором он ездит, и накручивает себя. И сразу вот этот вопрос. Понимаете, если я скажу, что если максимальная стоимость ремонта составит 100, 150, 200, 250 тысяч рублей, то после того, как вы это услышите, вы не привезете мопед в сервис. Вы пойдете на Авито, его за копейки продадите сломанный и скажете: мне такое не надо. Но это будет ошибкой. Потому что надо сначала разобраться, что у вас случилось, по какой причине, и только потом делать выводы и принимать решения. Только это единственный разумный путь. Я расскажу вам сейчас еще одну историю из своей сервисной практики из самого-самого начала. Я работал в автосервисе, который ныне закрыт, поэтому, наверное, можно сказать название. Он назывался Автолекс. Когда-то такое было в моей практике. На данный момент эта организация банкрот, насколько я знаю, причем уже довольно давно. И это был 2000, по-моему, начало 2014 года, да. Это было последнее мое место работы, вот именно где-то в сервисе. Как раз таки примерно в начале 2014 года, работая там, я купил себе первый фургон. Это был гнилой Volkswagen Transporter 1992 года, без гидроусилителя, жутко уставший, но он стоил 150 тысяч рублей, и это было огромным плюсом для этой машины. Вы знаете, я
очень хотел себе тогда фургон. Я еще там за пару лет до этого не думал, что у меня он когда-то будет, но тогда я как раз начал заниматься активно моторазборкой, и мне он был просто жизненно необходим. А за 150 тысяч рублей купить старый гнилой Volkswagen дизельный или купить Соболь какой-нибудь уставший, ну, как бы Volkswagen хотя бы жрет меньше, причем в несколько раз. В конечном счете я купил его, проехал на нем там 3000 километров, и у меня закончился мотор. Старый владелец сказал, что фигня, если что, мотор на разборке 20 тысяч стоит. Я сунулся, а мотор на разборке ни хрена не 20 тысяч стоит. Нормальный чуть ли не 100. Вот, что есть большая часть цены машины. Я так почесал голову, разобрал свой, понял, что головки хана. И зачем-то полез разбирать его весь, потому что такой, ну я с каким-то количеством солярки в масле прокатился и что-то в этом духе. И вот вы знаете, я залез, заменил вкладыши, я купил у какого-то литовца пару моторов за недорого, снял с одного из них головку, потому что остальные моторы все оказались хламом полным, поменял в своем моторе вкладыши, собрал это все с головкой вместе, думаю, ну, вкладыши вот я поменяю для самоуспокоения, чтобы знать, что точно все хорошо. Там вал обалденный, мотор с хоном отличный, там пробег был что-то 1380. Ну, что для этой машины, для дизельной вообще это не пробег, это очень мало. И вы знаете, я собрал этот мотор, проехал на нем 25 тысяч километров, и у меня оторвало шатун. Когда я стал анализировать этот весь процесс, я понял, что причина была в том, что я туда лазил и не заменил болты крепления шатунных крышек. И я так думаю, что из-за того, что болты, которые рассчитаны только на один раз, они же одноразовые, они тянутся до определенного расстояния. Если их ты закручиваешь второй раз, то особенно на дизеле они очень сильно нагружены, то ты как бы рискуешь. И у меня просто, скорее всего, ослаб болт, и его оторвало на ходу. Это было такое шоу со спецэффектами, потому что я ехал с дачи, причем для этой машины ехал достаточно быстро, там по минке, наверное, где-то 110. Вот. И вот это вот трах-бах, короче, там пара с-под капота, в зеркале куски мотора полетели. Ну, в общем, так, нормально. Я, главное, останавливаюсь, там второй ряд слева, и я смотрю, мотор-то работает. Вот. Ну, я, короче, так заглушил, вышел, посмотрел под капот, ничего не понял, завел, отъехал, короче, к обочине, вот, потом уже разбираться начал, и колено осталось живое. То есть реально проблема была в том, что я полез куда не надо, а мастер-приемщик Данила, я думаю, он никогда это не посмотрит, но если вдруг, то Данила, привет. Я до сих пор помню его совет. Чинить надо то, что сломалось, а не все подряд, и будет тебе счастье. И вот именно тогда, когда через 25 тысяч я уже там не работал, этот мотор у меня развалился, до меня только до конца дошел смысл этой фразы. Не надо накручивать себя и чинить все подряд. Нормальные там были вкладыши, не трогал бы я их и никогда бы не знал проблем с этим мотором. Еще бы там через полгода продал эту машину, как я в конечном итоге и сделал. Купил себе Fiat, вот, на котором до сих пор езжу. И все. Но тем не менее, поэтому не накручивайте себя, и все у вас будет хорошо. Если уж вы пошли по пути эксплуатации старой техники, конечно же, за ней надо следить. Конечно же, не надо забивать на какое-то обслуживание, на регулярные осмотры. И очень полезно делать осмотры в каком-то профильном сервисе, где в этой технике соображают, хотя бы знают, куда посмотреть. Потому что очень часто человек, допустим, обслуживая своими руками или в непрофильном сервисе, просто не знает болезней конкретной техники. И вот я, допустим, вот эти вот убитые задние суппорта на 400-ках, я их вот распознаю, даже не прикасаясь к мопеду руками. Я просто смотрю на него сверху и говорю, убитый. Вот. То в ситуации, когда человек этого не знает, у него может быть дыра в суппорте, и он может просто об этом не знать. И так во всем. То есть множество нюансов, которые просто надо знать. И аккуратно обходить, если что. И все будет хорошо.
Но не надо грузиться там Бургман ломучий или там еще что-то. Да и Сильвер ваш ломучий, блин, вот комментаторы, привет. И, блин, все ломучее, если соответствующе к этому вопросу относиться. Поэтому все будет хорошо. Я узнавал. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться и поставить лайк. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете подписаться на мой канал по ссылочке в описании. Всем пока!